Гробницу Клеопатры искали больше 2000 лет, и вот археологи наконец наткнулись на подземный тоннель длиной в 1300 метров, ведущий прямо к ней. Звучит невероятно, но это открытие может переписать все, что мы знали о последней царице Египта. И то, что нашли внутри, потрясло даже видавших виды ученых. Речь идет о храме Тапосирис Магна, развалинах в 45 километрах к западу от Александрии, на узкой полоске земли между Средиземным морем и соленым озером Мариут. Название переводится как «Великая гробница Осириса». Уже одно это заставляет насторожиться. Древние египтяне верили, что бог Осирис похоронен именно здесь. Раскопки тут ведет женщина, чье имя за последние годы облетело все научные журналы. Кэтлин Мартинес, юрист из Доминиканской республики. Да, именно юрист, а не археолог с дипломом. Однажды она прочитала о Клеопатре, не поверила расхожему образу коварной соблазнительницы и решила, что о царице все рассказали неправильно. Она бросила карьеру, приехала в Египет и убедила местных специалистов дать ей шанс копать. Над ней посмеивались. Мартинес утверждала, что Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний похоронены не в Александрии, где их искали столетиями, а именно в этом заброшенном храме. Логика была простой. После поражения при Актии оба покончили с собой, и римский император Октавиан, по некоторым источникам, разрешил похоронить их вместе. А где спрятать царскую чету так, чтобы могилу не разграбили? В храме, посвященном богу, который умирает и воскресает, идеальная символика для царицы, называвшей себя Новой Исидой. 20 лет она перекапывала эти руины. Находила монеты с профилем Клеопатры, статуи, маски, глубокие шахты. Скептики пожимали плечами. Храм как храм, ничего сенсационного. И вот в 2022 году под фундаментом обнаружился тот самый тоннель, идеально вырубленный в скале, уходящий вниз к самому озеру. А потом рабочие спустились глубже и поняли, что часть тоннеля затоплена морской водой. И то, что скрывалось за этой водной преградой, никто не ожидал увидеть. Чтобы понять, как доминиканский юрист вообще оказалась лопата в египетской пустыне, придется вернуться в конец 90-х. Кэтлин Мартинес было чуть за 30. Она работала адвокатом в Санто-Доминго и заспорила с отцом о Клеопатре. Отец назвал ее продажной интриганкой, погубившей двух великих римлян. Мартинес возразила, что царица говорила на 9 языках, изучала математику и медицину, управляла богатейшим государством и что мужчины просто переписали ее историю в удобном для себя виде. Спор не отпускал ее. Она начала читать все подряд. Плутарха, Диона Кассия, Страбона. Через год у нее дома лежали сотни книг, а на стене висела карта Древнего Египта с пометками. Она вычислила, что настоящую гробницу нужно искать в храме, связанном с культом Исиды и Осириса, и таких храмов по всему Египту оказалось несколько десятков. Мартинес составила список из 22 подходящих мест и выделила главного кандидата – Тапосирис Магна. В 2004-м она добилась встречи с Захи Хавасом, тогдашним главой египетской службы древностей, человеком, который решал, кто копает, а кто нет. Хавас, привыкший к дипломированным профессорам, выслушал женщину без археологического образования и отказал. Она приехала снова. И снова. В итоге он дал ей 2 месяца, явно рассчитывая, что она ничего не найдет и уедет домой. Эти 2 месяца растянулись на 2 десятилетия. Первый же сезон принес результат. Под слоем песка обнаружились стены, о которых никто не подозревал. Храм оказался куда больше, чем считалось. Затем пошли находки, каждая из которых заставляла Хаваса менять мнение. 22 монеты с изображением Клеопатры. Бюст, в котором некоторые узнали черты самой царицы. Обломок статуи, алебастровая голова, фигурки богини Исиды. А в глубине храма экспедиция наткнулась на некрополь, целое кладбище с мумиями, чьи лица были повернуты в одну сторону. Все они смотрели в направлении храма, будто охраняя кого-то, кто покоился внутри. Такое расположение мертвых означало только одно – рядом похоронен человек царского ранга. Оставалось найти где. Сам храм стоит на возвышении и с 3 сторон окружен водой. Средиземное море с севера, озеро Мариут с юга. Построил его царь Птолемей II в 3 веке до нашей эры, за 2 столетия до рождения Клеопатры. То есть к моменту, когда царица могла выбрать это место для своего последнего пристанища, храм уже был древним и почитаемым. Стены его сложены из массивных известняковых блоков, толщина некоторых достигает нескольких метров. Внутри археологи нашли остатки святилища, вырубленные в скале колодцы и подземные помещения, залитые водой.
Одна из шахт уходит вниз на 20 с лишним метров. Настолько глубоко, что без насосов и водолазного снаряжения туда не спуститься. Мартинес была уверена, именно такие шахты вели к погребальным камерам. Но у храма обнаружилась проблема, которую не решить лопатой. За 2000 лет побережье изменилось до неузнаваемости. Древняя береговая линия давно ушла под воду. Серия землетрясений и цунами, обрушившихся на этот участок Египта в IV, VIII и XI веках, сдвинула сушу и утопила целые кварталы античной Александрии. Все, что стояло у самой воды, теперь лежит на морском дне. Это значило, что если Клеопатру и похоронили где-то у берега, то ее гробница вполне могла оказаться затопленной под несколькими метрами ила и соленой воды. Мартинес это не остановило. Она пригласила водолазов и подводных археологов, среди которых был знаменитый Франк Годио, поднявший со дна моря обломки дворца Птолемеев прямо в Александрийской гавани. Погружение у Топосириса дали неожиданный улов. На дне лежали каменные якоря, обломки причалов, фундаменты построек. Оказалось, что рядом с храмом когда-то был целый портовый комплекс, скрытый теперь морем. Храм не стоял в глухой пустыне, он был частью оживленного священного города. И чем больше экспедиция понимала масштаб этого места, тем настойчивее возвращался один вопрос. Что скрывается в тех затопленных шахтах, до которых до сих пор так и не смогли добраться? Тот самый тоннель, вырубленный в скале, оказался не просто ходом в породе. Когда его расчистили и измерили, инженеры замерли. Сооружение было выполнено с такой точностью, что напоминало работу современных строителей. 1300 метров идеально ровного прохода. Высота около 2 метров. Стены обтесаны так гладко, будто их выравнивали по линейке. Специалисты сравнили его с другим знаменитым античным сооружением – тоннелем Эвполина на греческом острове Самос, который считается вершиной инженерной мысли древнего мира. Тот тоннель длиной чуть больше километра рыли одновременно с двух сторон, и две бригады встретились почти без ошибки. Проход под Топосирисом сделан не хуже, и это заставило археологов признать, что строили его не рядовые каменотесы, а мастера высочайшего уровня, каких приглашали только для важнейших заказов. Зачем прокладывать такой тоннель под храмом? Просто так подобные усилия не тратили. Версий было несколько. Одна, что это часть системы водоснабжения, ведущая к озеру. Но форма и расположение прохода плохо вязались с обычным акведуком. Другая версия звучала куда интереснее. Тоннель мог быть церемониальной дорогой к скрытой погребальной камере, спрятанной так, чтобы ее не нашли грабители. Проследив ход, археологи выяснили, что часть тоннеля тянется в сторону моря и обрывается под водой. Именно там, где 2000 лет назад стояла суша, а сейчас плещется Средиземное море. То есть проход вел к чему-то, что теперь затоплено. К чему именно, предстояло выяснить водолазам. Внутри самого тоннеля тоже нашлось кое-что. На дне в слое осадка лежали фрагменты керамики и куски камня со следами обработки. Но главной находкой стали 2 сосуда из алебастра, спрятанные в нише, и остатки того, что археологи осторожно назвали погребальным инвентарем. Такие вещи в акведуках не оставляют. Их кладут только там, где кого-то хоронят. Мартинес отдала распоряжение готовить полноценное подводное обследование затопленной части. И перед самым спуском команда получила данные геосканирования, от которых у нее перехватило дыхание. Приборы показали пустоты. Не сплошную породу, как ожидалось, а полости помещения, вырубленные в скале ниже уровня воды. Геосканирование зафиксировало несколько камер, соединенных между собой, уходящих под морское дно на десятки метров. Именно там обрывался тоннель, и именно там, по расчетам Мартинес, могло скрываться погребение. Водолазы начали спуск. Видимость под водой была почти нулевой. Взвесь ила поднималась от каждого движения ласт, лучи фонарей упирались в мутную завесу уже через метр. Работы приходилось на ощупь, отмечая каждый выступ и поворот. Первое погружение показало: стены затопленной части выложены теми же известняковыми блоками, что и надземный храм. Люди строили это специально, а не природа промыла ходы в камне. Дальше начались опасности. Своды местами обвалились, и проход перегораживали глыбы весом в несколько тонн. Один из водолазов едва не застрял между обрушившимися плитами, когда течение потянуло его в узкую щель. Экспедиция приостановила спуски и вызвала специалистов по подводным укреплениям. Без страховки лезть в такие камеры значило рисковать жизнью. Пока инженеры укрепляли своды, геологи изучили состав отложений и сделали вывод: эти помещения ушли под воду не постепенно, а разом, во время одного из мощных землетрясений. Толчок обрушил часть конструкции и запечатал камеры под слоем обвала и морской воды. Получалось, что если внутри что-то было спрятано, оно оказалось заперто природной катастрофой почти на 2 тысячелетия.
тысячелетия и осталось нетронутым. Именно это и придавало находке особую ценность. Почти все известные гробницы Египта разграбили еще в древности. Воры выносили золото и разрушали саркофаги задолго до археологов. А запечатанная обвалом камера могла сохранить все в неприкосновенности: утварь, украшения, а если повезет, и самих погребенных. Когда своды укрепили и муть немного осела, водолаз навел фонарь на дальнюю стену последней камеры. В луче света блеснуло что-то, чего под водой не должно быть в принципе. Ровная золотистая поверхность с четкими прямыми краями. Золотистая поверхность оказалась не саркофагом, а облицовочной плитой, листом полированного камня с остатками позолоты, какими отделывали стены только самых важных сооружений. Разочарование быстро сменилось азартом: такую отделку в рядовых постройках не встретишь, значит, камера предназначалась для кого-то очень высокого ранга. Водолазы принялись картировать помещение сантиметр за сантиметром. Тем временем наверху разворачивалась работа не менее важная. Подводные археологи расширили обследование на весь прибрежный участок и подтвердили: под водой лежит не просто пара обломков, а целый затонувший портовый район, обслуживавший храм. На дне обнаружились причальные стенки, каменные ступени, спускавшиеся когда-то к воде, основания складов и колонн. Все это было живым городом 2000 лет назад. Среди донных находок попались вещи, прямо привязанные к эпохе Клеопатры. Монеты птолемеевской чеканки, фрагменты амфор для вина и оливкового масла, обломки статуй в греко-египетском стиле, смешение двух культур, характерным именно для правления последней династии. Каждая такая деталь подтверждала: место было в ходу как раз тогда, когда жила царица, а не веками раньше или позже. Особенно заинтересовала археологов одна находка – часть каменной пристани, к которой могло причаливать судно. Если Клеопатру и Марка Антония действительно хоронили здесь, тело или процессию логично было доставить по воде, прямо к храмовому порту, а затем через тоннель в скрытую камеру. Расположение всех элементов складывалось в единую картину, слишком стройную, чтобы быть случайной. Но чем убедительнее выглядела теория, тем осторожнее становились специалисты. Затопленный порт доказывал, что здесь кипела жизнь и стоял богатый храмовый комплекс. Он не доказывал, что именно тут лежит Клеопатра. Скептики напоминали: за 20 лет раскопок не нашли ни одной надписи с именем царицы, ни одного прямого указания на ее погребение. Все держалось на косвенных уликах и вере одного человека. И вот, когда споры о доказательствах разгорелись сильнее всего, из лаборатории пришли результаты анализа находок, поднятых со дна. То, что они показали, заставило замолчать даже самых упрямых критиков. Со дна подняли мраморную голову, небольшой бюст размером с кулак, с гладкими чертами, диадемой в волосах и характерным профилем. Реставраторы очистили его от наростов, и по залу лаборатории прокатился шепот. Перед ними лежало лицо женщины царского ранга птолемеевской эпохи. Черты совпадали с изображениями на монетах: тот же прямой нос, тот же волевой подбородок, та же лента-диадема, знак царской власти. Часть команды была уверена: это портрет самой Клеопатры. Другие возражали осторожнее: возможно, это придворная дама или жрица, ведь женщины из окружения царицы тоже изображали в подобном стиле. Спор о том, чье именно лицо держит в руках, не утих до сих пор. Но само существование такого бюста в затопленной камере под храмом доказывало главное: здесь хоронили и почитали кого-то из высшей знати конца династии. А потом настал момент, ради которого Мартинес перекапывал эти руины 20 лет. В одной из укрепленных камер водолазы обнаружили нетронутые погребения, мумии, покрытые тонкими листами золота. Позолоченные мумии в Египте находили и раньше, но здесь их скрывала запечатанная обвалом камера, и золото на них сохранилось так, что вспыхивало под фонарем. Одна из мумий особенно поразила исследователей. Лицо покрывала золотая маска, а положение тела указывало на человека знатного происхождения. Значит ли это, что нашли саму Клеопатру? Честный ответ – пока нет. Ни на одном из тел не оказалось надписи с ее именем, а без прямого свидетельства ни один серьезный ученый не рискнет объявить: вот она, последняя царица Египта. Мартинес и сама признает, что окончательное доказательство еще впереди, возможно, в тех камерах, до которых водолазы так и не добрались. И все же то, что удалось поднять со дна, изменило спор навсегда. Еще 20 лет назад над идеей искать Клеопатру в Топосирисе смеялись как над фантазией дилетантки. Теперь тоннель, затопленные камеры, позолоченные мумии и лицо царственной женщины превратили эту фантазию в самую многообещающую версию из всех. Гробница царицы перестала быть чистой легендой, ее впервые можно потрогать руками.
Сегодня работы у Топосириса Магна не остановлены ни на день. Насосы откачивают воду из шахт, инженеры укрепляют своды затопленных камер, а водолазы шаг за шагом продвигаются вглубь той части тоннеля, что уходит под морское дно. По оценкам команды, обследована лишь малая доля подземного комплекса. Основные камеры, где может скрываться главное погребение, все еще ждут своего часа. Кэтлин Мартинес перешагнула рубеж в 20 лет раскопок и не собирается уходить. Из юриста, над которым посмеивались египетские профессора, она превратилась в исследователя, чьи находки обсуждают на международных конференциях. Захи Хавас, когда-то давший ей всего 2 месяца из вежливости, теперь работает с ней бок о бок и публично называет Топосирис самым перспективным местом для поисков царицы. При этом оба честно предупреждают, гробница может оказаться и не здесь. Древние источники утверждают, что Клеопатру похоронили рядом с Марком Антонием, самой Александрии, а та часть античного города давно лежит под водами гавани среди обломков дворцов Птолемеев. Не исключено, что последняя царица покоится не в скальной камере у озера Мариут, а на морском дне, под современным портовым городом, где раскопки почти невозможны. Но есть деталь, которая держит интригу сильнее любых теорий. Среди позолоченных мумий и алебастровых сосудов археологи так и не нашли того единственного, что закрыло бы вопрос раз и навсегда. Картуша – овальные рамки с иероглифами, в которую египтяне вписывали имя правителя. Найдется такая рамка с именем Клеопатры внутри, и человечество наконец увидит могилу женщины, которую искали больше 2 тысячелетий. А пока лучший в мире тоннель длиной в 1300 метров упирается в затопленную темноту, за которой, возможно, лежит ответ. И до этого ответа осталось несколько десятков метров соленой воды.